Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру про Ларри Лаффера Wet Dreams Dry Times. Ну что, усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Итак, пробуем, короче, из ключей. Я как понимаю, нижний должен быть этот. Давай, Ларри, попробуем. Давай. Вот, примерно как-то вот так должно быть. Дергаем ручку. Ага, сработало, отлично. Итак, заходим. Пай, мы нашли ее, вот она, пещера космического познания. Ларри, пещера? Конечно, а что же еще здесь? Круглое отверстие, вход по-любому понятно. Присмотрись. Чему? Ладно, сдаюсь. Ну, больше на задницу, конечно, похоже. Согласен. Ладно, идем. Это что такое вообще? Я не понимаю. Сюда нужно что-то вставить. Давай вставим. Итак, наконечник. Отлично, первый камень у нас поставлен. Камень идеально подходит. Берем следующий стержень ключа камня. С венками. Длинный хорошо вошел в нужное место. Да он всегда хорошо входит в нужное место. Шарик ключ камня. Да, что ли? Ага. Тут еще левый правый, как влитой. Левый правый еще тут с разницей. О, это, блин, это очень серьезно, я бы сказал. Все, второе. Как шар в пазлу. Вот это был последний камень. Что-то происходит. Она активировалась. Активация выполнена. Mission complete. Есть-то. А там что? Тут не похоже на космическое познание. Пахнет скорее плесенью. Кто знает, как долго дверь была закрыта и что может таиться внутри. О чем мы то зайдем? Правда, туда зайдем? Блин, я думал там. Эй, я в городе. Эль Команданте. Группа собрана. Все ждут указаний в тайном штабе. Хорошо. Мы можем рассчитывать только... Нам некуда ждать помощи. Революция — это то, что мы должны сделать сами. У нас нет выбора. Мистер Ван опасен. Нельзя допустить, чтобы он выпустил пайботов. Когда они будут в каждом доме, он их активирует и установит секретные функции. И если в его руки попадет алгоритм самообучающего скина Фейт, он станет непобедимым. Да, Ван может получить армию суперроботов в каждом американском доме. Роботов, послушным ему, как марионетки. Этому не бывать. Мы его остановим. Увидимся позже в тайном штабе. И, Нари, да, никому не доверяй. Даже Ларри Лафферу, блин. Я войду только вместе с Фейт. Нужно уговорить ее прийти сюда. Итак, продолжаем именно примерно вот с этого момента. Надо Фейт пригласить, в общем, в эту пещеру. Позволь мне отвезти тебя в место, где тебе вернутся воспоминания. Я королева, и мое место здесь. Несомненно, но иногда ты должна объезжать свои владения. Я не буду делать то, о чем ты просишь. Так, это же для твоего блага. Мне все равно. А теперь прочь с глаз моих. Так, не заходит. Это не займет много времени. Я никуда не пойду. Ты чё, на какая, блин, а? А я правду говорю. Ох, ты просто нечто. Если я схожу с тобой в ту пещеру, ты от меня отстанешь.
Непременно. И ноги твои больше здесь не будет на острове. Конечно. Хорошо, тогда пойдем. Ларри, ты в самом деле? Ларри! Пай, тебе нужно показать доктору. Нет, со мной все хорошо. Это, возможно, просто влажность. Вот он привел ее в пещеру. Что же сейчас будет, интересно? Мы тут не были. Ты понимаешь хотя бы приблизительно, где мы находимся? Я вообще не хотела сюда заходить. А постой, я сам разберусь. Пай, помоги мне. Ну уж нет, полагайся на свои силы, красавчик. Пай, ты чё меня кинула? Бак, что за баг? Я не хочу это разбивать. Понятно. Ну, единственное взаимодействие здесь и здесь. Глубокая пещера. Голова кружится. Да погоди ты. Элемент управления. Посмотрим, что делает эта штука. Что за хрень? Так. Я, кажется, понял. Может, это аппарат, который активирует идеальное самосознание? Но как нам подсоединить тебя к этому? Не уверен, что это хорошая мысль. Аппарат выглядит совершенно безобидно. Но ты же согласен, что он определенно неземного происхождения? В самом деле, я и не заметил. Не знаю, Ларри. Ладно, предлагаю компромисс. Я включу аппарат лишь на секундочку. Давай ты не будешь действовать мне на нервы, как в тот раз с оценкой в Тимбере. Но... С оценкой в Тимбере? То есть она меня помнит, получается? Ты же этого не помнишь. Постой, так ты все вспомнишь? Да, будь неладен. Меня выбросил на этот остров после шторма. Мне подобрали и выходили женщины из племени. Вскоре после этого я все вспомнила. Но почему ты не вернулся? Зачем притворялась, что потеряла память? Потому что я здесь была счастлива. Наконец-то перестали досаждать члены совета директоров и инвестора. Я могу быть просто собой. Никаких мужчин вокруг, никто не знает обо мне. А затем неожиданно негаданно появляешься ты. Значит, ты не знаешь с тех пор, что произошло? Не знаю, знать не хочу. Вот она, скотина. Она все знала, она все помнит. Ладно, что произошло после взрыва в Кончитосе? Так, и что там произошло? Так, я хотел съесть печеньку. Я обустроил себе уютную квартирку в подвале. Восхитительно. О, да. Интересно, что осталось с нижним бельем, которое я хранила? Возможно, мы никогда не узнаем. Так как ты оказался на острове? Так. Я попал в ужасный шторм. Значит, тебя выбросило из моря на этом архипелаге, как и меня? Совершенно невероятное совпадение. Это просто судьба. И чем ты занимался на острове все это время? Трахался он, вот он что делал. Дразнил Бекки. Кого? Она путешественница инстахренер. Что? Не так, Шони. Это туристка, попрошайка. Кто? Неважно. Ладно, короче, забудем об этом. Вызвал утечку нефти. Зачем? Чтобы запачкать птицу. Что? Это было нужно, чтобы вернуть мой плод. Но, а плод мне был нужен, чтобы... Достаточно. Давай сменим тему. Сблился с губернатором. Бобби Марли и тебя она подпустила к себе. Она первой начала. Я на самом деле ничего и так и не хотел. Ну тогда рассказывай. Ладно, твоя правда. О, еще на этом острове я обзавелся своим первым сталкером. Ох, одна азиатка. Она даже меняет обличие, чтобы следить за мной. Но меня не проведешь. Что? Кто? У нее даже есть подводная лодка. Ладно, сдаюсь.
Постой, как ты, собственно говоря, попал в этот шторм? Я пришло сообщение с твоего пайфона. С моего пайфона? Когда начался шторм? Что-то произошло. Он спросил, кто мое контактное лицо, и почему-то мне пришло в голову только Ларри Лаффер. Кто же еще? Самообучающий искусственный интеллект. Я думал, алгоритм уничтожен, утонул вместе с пайфоном. Я отправила его тебе. Что ты с ним сделал? Фига себе, накаться у меня. Алго, что? Ларри, неисправность. Кто там, Пай? Сыс 6, 4, 7, 3, 8? В смысле? Пай, ты начинаешь меня беспокоить. Фейт, не знаешь, что с ней случилось? Нет, Ларри. Но теперь на этом устройстве хранится мой секретный алгоритм. Оно не должно попасть ни в те руки. Никто не знает, чем это может обернуться. Идеально. Ой, о, замечательно. Мисс Лес, похоже, ваши воспоминания вернулись. Отличная работа, Ларри. Спасибо. Нам снова нужно заняться сексом? Мы никогда больше не займемся сексом. У вас был секс? Неоднократно. По необходимости. Да, детка, ты и вправду в этом нуждалась. Заткнись! Достаточно! Ты больше мне не нужен, Ларри. Ты сыграл свою роль. Теперь я могу передать Алис мистеру Вену, мое задание будет выполнено. Кто это еще такой? Директор Слив. Что? Ну, ты могла бы туда вернуться, но мы вместе решили остаться здесь племенем лесбиянок. Ларри, ты совершенно невыносим. Бабненька хуже тебя мне еще не доводилось встречать. Эй, тебя тут немного занесло. Молчи, она не должна узнать про алгоритм. Ларри, ты умеешь плавать? Конечно. В лаве? Просто отпусти его. Этот болван ничего не знает. Не стоит пачкать об него руки. О, я совершенно не против. Скорее наоборот, я получу огромное удовольствие. Нет, не надо! Ларри, нет! Нари, мы должны приступить к поставкам немедленно. Но мы еще не закончили бета-тестирование. Пайбот готов к эксплуатации. Да, он может выходить. По крайней мере, не так часто попадает, как раньше. Значит, его можно продавать. Но еще нужно утвердить проект в государственных органах. Что если наш код нарушает какую-нибудь сертификацию? Я только что обнаружила неисправность, за какой-то пайбот пытался сделать миньет Гаргулья. Если что-то подобное произойдет, пайботов могут отозвать из магазинов, и нам придется переписать код. Мне все равно. Пайботов нужно выпустить в продажу, иначе мы потеряем слишком много времени. И не мои уже в пути. Мы уже скоро усовершенствуем их самоуничтожающие... Чё? Ох, прекрасно, конечно же. Но? Никаких но! Грядет новая эпоха, Нари. Ты просто присутствовала при ее рождении. Она что-то задумала. И скоро положу ей конец. Are you finally awake? Что случилось? Они похитили Фейт. Я тебя бросили в вулкан, я возмущалась, но не замолкай на секунду. Тебе повезло, что ты упал в застывшую лаву, а не раскаленную. Ты вырвался при столкновении с землей. Как давно это было? Не очень давно. Черт, мне нужно их догнать. Да, блин, а где я? Где я, кстати? Согласно моим датчикам, это старый пост КГБ для перехвата информации. Тогда стоит здесь осмотреться. Ну, стоит так стоит, давай, осматривайся. Ух ты! Секретная база в вулкане с вертолетом. Я всегда такую хотел. Он не твой. Очень жаль. Тем не менее, мы не можем его просто так угнать в новый Лас-Вегас и спасти Фейт. Отличная мысль. Но сначала нужно убедиться, что вертолет в рабочем состоянии. Он тут мало времени прям простоял. Говоришь, это база КГБ? Она самая. КГБ организовал вертолетные туры над тропическим островом? Нет, они...
Да, Ларри, именно этим они и занимались. Вертолетными турами. Ребят, вы, наверное, помните, что говорила Ени Мэй? Она боится... Ой, похоже, некоторые мои вертолеты полетели в лаву, когда мы упали. Но мы лучше, чем они. Тогда у меня было бы вообще ничего не осталось. Понятно. Ени Мэй сказала, что боится вертолетов, ребят, как мы помним. Типа, ее гибель будет связана с вертолетом. Оба-на! Вертолет! Итак, ребята, смотрим, что можно посмотреть. Двигатель. Туда, наверное, устанавливается двигатель с вертолета. Стоп, здесь табличка с характеристиками. Я подготовлю тебе чертеж. Готово. То есть у меня есть еще один новый чертеж. Итак. В смысле? Это что такое? Какой-то двигатель. Ой, сколько запчастей надо искать. Ладно, хватит. Ладно, изучаем дальше. Тихо. Ничего не осталось. Короче, все вылетело. У вертолета нет источника питания, и водопад преграждает путь. Ясно. Это что такое? Батарейка. Я думаю, она нам пригодится. Энергии много не бывает. Энергии реально много не бывает. Так, ладно, идем. Так, что у нас здесь? Решетка. Крепко вмонтирована в землю. Иди отсюда. Так, это что такое? Бак. На нем есть кран, но здесь его нельзя открыть. Понятно. Металлическая трубка. Она, походу, нам реально пригодится. Пай, да-да, еще одна труба для прочистки. Ха-ха. Блин, смартфон сам надо мной уже ржет и сам меня троллит. Поток лавы. И что, руки себе расплавить? Нет. Так, странный аппарат. Похоже, эта штука рабочая, но я не вижу, как она включается. Так, я вижу изоленту. Это мне. И отвертка. Так, уже неплохо. Вот это что такое? Переговорная труба. Здравствуйте, это доктор Доно. Кто-то пробрался в мою тайную базу. Это я, Ларри. Парень в белом костюме, уходи отсюда и ничего не трогай. На моей секретной базе много чувствительного оборудования. Я только смотрю. Нет, вон. Ладно. Здесь никого нету. Давайте смотреть, что дальше. Так, ящик стола. Ящики полно проводов, отсортированных по длине. Возьму-ка я их себе. Мы, походу, вертолет сейчас чинить будем. Так, компьютер. Это что такое? Пробирка. О, тонкое стекло. Нужно поосторожней с этим. Тонкое стекло. Так, это что такое? Магнитофон. Не думаю, что это стоит трогать. И компьютер. Так, посмотрим, что может эта штука. Ух ты. Не, мы пока попозже в это зайдем. Так, еще не повзаимодействовал вот с этой фигней. На спутник похожая, кстати. На, крепко прикручено. Да, а ты что думал? Стоп, прикручено, он сказал. То есть, можно же взять отвертку. Ну-ка попробуем. Отлично. Так, медные провода. Всегда пригодятся. Я согласен. Так, решетка. Что за решетка? Крепко вмонтирована в землю. А чё, если я, допустим, металлической трубкой попробую ее... Не лучшее сочетание. Так, хорошо, допустим. У меня отвертка пропала. Так, на нем есть кран, но здесь ничего нельзя открыть. Это, по-моему, лава. Ну, давайте в компьютере полазим, может быть, чем-то найдем. Так, посмотрим, что это за штука. Датчики управления системой, дневник, понятно. Управление системой. Смыв унитаза. Смыв унитаза, управление водопадом. Бак для сточных вод. Лифт.
Лифт подключен к электросети. А давайте попробуем. Может быть, на лифте мы сейчас покатаемся? Может, на лифте можно отсюда реально свалить? Кто его знает, чем черт не шутит. А ну что, Ларри, вызываем лифт. Ага, что-то движется. В смысле? Что за ведро? О, ведерко пригодится для любой жидкости. Блин, я не знаю, зачем мне ведро, но можно попробовать, в принципе, поднести его к баку. Может быть, что-нибудь нальем. Интересно, что это будет? Вот так устройство. Ну так что? На нем есть кран, но его здесь нельзя открыть. В смысле, а что делать-то надо? Хотя, в принципе, ребят, я помню, что в компьютере было написано про какой-то баг. Подожди. Итак, заходим в компьютер, попробуем управление системой. Управление водопадом. Баг. Вот, баг. Это же баг, по идее. Может быть, он... Как я смогу ввести сточные воды из бака? Вывести, точнее. Назад. Отлично. У нас теперь есть ведро. Надо, наверное, его забрать. Забираю. Ого, наполнил до краев. Я не знаю, нафига нам это ведро, но оно, походу, нам пригодится. Пригодится нам это ведро или нет, мы уже, ребята, с вами узнаем уже в следующей серии. Я прощаюсь с вами до следующей серии. Всем удачи и всем пока. Не переключайтесь.